Считается, что Таллин был заселен финно-угорскими народами около середины третьего тысячелетия до нашей эры. Вероятно, с IX века здесь было эстонское торговое поселение, а деревянная крепость была построена на холме Таампеа, возвышающемся над городом, в XI веке. Датчане под предводительством короля Вальдемара II завоевали Северную Эстонию в 1219 году. Их целью было завоевать эстонских язычников и обратить их в христианство. Но в Таллине они встретили серьезное сопротивление и собирались уже отступать, когда красное полотнище с белым крестом сошло с неба в руки их епископа. Приняв это как знак Божьей помощи, они пошли дальше до победного конца. Так датчане обрели свой государственный флаг и новую землю. Они воздвигли свой замок на Таампеа, а название города Таллин, как полагают, происходит от двух слов – Таани и Линь, что по-эстонски значит «датский город». По традиции сад датского короля является местом проведения праздника датского флага, который отмечается в городе ежегодно. Здесь установлен железный рыцарь, который, согласно легенде, указывает на место, где флаг спустился на землю. В 1227 году немецкие рыцари отвоевали Таллин у датчан и построили на Таампеа первую каменную крепость. Немецкие торговцы прибыли сюда вслед за рыцарями и основали рядом с крепостью поселение. Меха, мед, кожа двигались на запад, а соль, ткани, селедка и вино на восток. Таллин не мог оставаться в стороне от этих торговых потоков. К середине XIV века, когда датчане продали Северную Эстонию Тевтонскому ордену, Таллин был крупным ганзейским городом. Немецкие ремесленники и купцы не нашли общего языка с рыцарями и епископом на Таампеа и построили укрепленную стену, чтобы отделить себя от Вышгорода. Таллин по-прежнему процветал и стал одним из крупнейших городов Северной Европы. Немецкое название Таллина, Ревель, сосуществовало с местным названием до 1918 года. Процветание города закончилось к XVI веку. Ганзейский союз ослабел, а русские, шведы, датчане, поляки и литовцы сражались за Балтийский регион. В 1710 году Таллин по итогам Северной войны стал частью Российской империи. В 1870 году из Санкт-Петербурга сюда была проложена железная дорога, и Таллин стал главным портом в Российской империи. К началу Первой мировой войны в городе был большой порт и корабельные верфи. Таллин сильно пострадал во время Второй мировой войны, многие здания были разрушены. После войны в составе Советского Союза в Таллине начинается бурное промышленное развитие. В частности, здесь строится крупнейший в СССР зерноперерабатывающий порт, а население города значительно увеличилось, достигнув 500 000 человек. Ворота Виру находятся в начале улицы с одноименным названием, рядом с цветочным рынком. Сами ворота, к сожалению, не сохранились, от них остался лишь фрагмент оборонительной крепостной стены и 2 башни с черепичными крышами. Эти башни зарегистрированы в качестве товарного знака Таллина. В былые времена у крепостных стен, защищавших Таллин от неприятелей, было в общей сложности 45 башен, и 26 из них сохранились до наших дней. 2 из них относятся к воротам Виру. Ворота были возведены в XIV веке, как и большинство башен старого города. В далеком прошлом эти ворота служили одним из главных въездов в город.
Две башни стали символом старого Таллина. В былые времена он был самым укрепленным городом во всей Европе. Толщина крепостной стены достигала 3 метров, а ее высота на разных участках составляла от 13 до 16 метров. Сегодня в большинстве сохранившихся башен работают музеи. Улица Вирус соединяет Ратушную площадь с деловым центром города. За цветочным рынком находится холм, который в народе называют горкой поцелуев. Башня Толстая Маргарита – это орудийная башня, которая поражает своим мощным неприступным видом. Она находится в конце улицы Пик. В диаметре она является самой большой башней в Старом Таллине. Она была построена в XVI веке перед большими морскими воротами. Толщина ее стен местами превышает 5 метров. На ней располагается 155 бойниц. В настоящее время здесь находится морской музей Эстонии, где можно узнать об истории мореходства, рыболовства и судостроения в стране. Над большими морскими воротами высечен в камне малый герб города в виде щита с крестом, поддерживаемого 2 грифами и увенчанного рыцарским шлемом. Три рядом стоящих здания, расположенные в конце улицы Пик, недалеко от церкви Оливисты, называются «Тремя сестрами». Первые упоминания о них датируются 1362 годом. 3 сестры были построены для торговых нужд. На 1 и 2 этажах зданий размещались жилые помещения, а на 3 и 4 склады для хранения товаров. В средние века у этих домов были люки с лебедками, с помощью которых поднимали и опускали тюки с товаром. Владельцами зданий в разное время были богатые купцы, бургомистры, старейшины торговой гильдии. После реставрации уже в наше время на фасаде дома стало видно изображение пеликана, который питает своей кровью птенцов, а также гербы владельцев дома. В легенде, повествующей о происхождении названия этих домов, утверждается, что у купца были дочки, старшая, средняя и младшая. Для старшей он построил самый хороший дом с высокой дверью, чтобы женихи почаще заходили. Для средней дочки дом был немного меньше, а младшей достался домик без дверей.
Церковь Оливиста или Святого Олова была самой высокой церковью в средневековой Европе. Первые упоминания о ней относятся к 1267 году. Церковь была названа в честь норвежского короля Олова II Харальдсона, канонизированной католической церковью. Святой Олов считается покровителем мореплавателей. В начале XVI века церковь достигла высоты 159 метров. Сейчас ее высота на 0,3 метров меньше. В то время она была самым высоким зданием в мире. Столь невероятно высокая башня, помимо своего прямого назначения как церковь, была задумана еще и в качестве своеобразного маяка, который делал торговый город Таллин видимым издалека с моря. Однако большая высота стала и серьезным недостатком этой церкви. По меньшей мере 8 раз в башню ударяла молния, и вся церковь сгорала в пожарах трижды. На протяжении веков церковь Святого Олова была символом города. С апреля по октябрь посетители могут подняться на вершину каменной части башни, откуда открывается великолепный головокружительный вид на старый город. Храм святителя Николая – яркий пример классицизма в архитектуре старого города и первое купольное сооружение в Старом Таллине. Первое письменное упоминание об этом православном храме относится к 1371 году. Изначально он находился рядом с поселением готландских купцов на торговом дворе. В своем теперешнем месте на улице Вене церковь построили между 1420 и 1430 годами. Во время реформации церковь разграбили, здесь был устроен городской лазарет, а в годы Ливонской войны храм и вовсе закрыли. Однако храм всегда находился под пристальным вниманием царской власти. Так царь Борис Годунов подарил церкви большой серебряный подсвечник. Он, к сожалению, полностью не сохранился. Сохранилась только его основная часть, которую переделали в лампаду. Царь Петр I преподнес в дар храму икону святителя Николая, а императрица Екатерина II распорядилась отпускать на содержание Никольского храма небольшие средства из Истлянской казенной палаты. В 1804 году, во время визита в Ревель императора Александра I, прихожане обратились к царю с просьбой разрешить постройку нового церковного здания. Петербургский архитектор итальянского происхождения Луиджи Руско осуществил проект в стиле русского классицизма. В 1822 году состоялась торжественная закладка новой церкви святителя Николая, а через 5 лет она была уже освящена. Здание церкви расположено на довольно узком участке между улицей и городской стеной. Главные боковые фасады украшены портиками ионического ордера. 4 колонны образуют портик главного фасада. На его углах возносятся 2 звонницы, украшенные дорическими пилястрами. Самый старый колокол здесь был отлит в 1642 году. Большой колокол, пожертвованный Пелагеей Ермиловной Басаргиной, был отлит в 1888 году на заводе в Москве, а полиэлейный колокол был отлит в 1796 году.
Переулок Катарины или пассаж Святой Екатерины – это один из самых старых в Таллине переулков. Раньше здесь был просто неприглядный проход, но его расчистили ремесленники, устроившие здесь свои мастерские, и он превратился в прекрасное место старого Таллина. В подвальных помещениях здесь находится много мастерских, в которых работают гончары, ткачи, мастера по коже и стеклу. Переулок был назван в честь находившейся здесь церкви Святой Катарины Александрийской, построенной в XIII веке в монастыре доминиканцев. В те времена это был самый большой храм во всем Нижнем городе. Однако во время реформации церковь была разграблена, а затем она была и вовсе полностью уничтожена пожаром. От церкви остались лишь развалины древних стен на северной стороне улицы. Здесь же можно увидеть и надгробные камни со старинных захоронений. Так, я здесь. Вот же видите. Городская ратуша была построена в начале XV века как здание, где встречались правящие бургомистры. И с тех пор она стала одной из главных достопримечательностей города. Это единственная сохранившаяся готическая ратуша в Северной Европе. В настоящее время она используется в основном для проведения концертов и официальных встреч. На вершине шпиля ратуши установлен флюгер «Старый Томас», символ Таллина, который стоит здесь на страже с 1530 года. Летом посетители могут подняться на балкон ратуши с видом на старый город. В июле и августе ратуша открыта для посетителей как музей. Интерьер здания действительно впечатляет. Сводчатые потолки, замысловатая резьба по дереву, некоторые из самых ценных художественных сокровищ города, включая знаменитую резную скамью Тристана и Изольды. Как и в средние века, Ратушная площадь является сердцем старого города. Когда-то здесь проходили публичные казни, а к позорному столбу привязывали пойманных воров. Изначально здесь был городской рынок, но теперь площадь стала открытой сценой для различных городских мероприятий, в основном концертов и фестивалей. Зимой здесь работает рождественский рынок, где можно приобрести традиционные эстонские сувениры и лакомства. Напротив ратуши находится аптека ратуши, старейшая аптека в Европе.
Впервые ратушная аптека упоминается в книге записей Таллинского магистрата, где указано, что в 1422 году, накануне вербного воскресенья, аптека ратуши сдана в аренду провизору Николаусу. Скорее всего, аптека существовала и до этого. В любом случае, она работала еще до того, как была открыта Америка. В те времена здесь можно было приобрести весьма полезные снадобья в виде порошков из носорожьего рога и сожженных ежиков. Кроме лекарств, в аптеке продавали духи, бумагу, табак, порох, краски и многое другое. Представления о лекарствах в средние века были несколько иными, чем сегодня. Так больным частенько здесь предлагали вино кларет с гвоздикой и имбирем и марципан. Эстония вместе с Германией и Францией претендует на звание родины марципана, который в те времена, как и сегодня, изготавливался из миндальной муки и сахарной пудры. Считалось, что это отличное лекарство от душевных недугов. Миндаль в Эстонии хорош не только в марципанах, но и просто с карамелью и травами. Здесь продают самые известные и вкусные таллинские орешки в 2 шагах от ратуши у стен ресторана Олд Ханса. Олд Ханса – это, пожалуй, самый известный средневековый ресторан старого Таллина. Прежде чем что-то заказывать, заглянем на кухню, как там у них идут дела. А это не что иное, как огурцы квашеные от лифлянского графа. Я на полном серьезе, в меню именно так у них и написано. Здесь старинная мебель и стенопись, на столах свечи, а официанты обслуживают посетителей в средневековых костюмах. Согласно меню, здесь можно заказать жаркое великого рыцаря или, например, вяленую лосятину с пряностями, что вкушают дворяне в седле во время охоты, или лосось султана Андалузии, или бархатное лакомство дворян пудинг из роз. Церковь Святого Духа – это самый маленький средневековый храм в Таллине. Церковь принадлежит лютеранскому приходу. Первый храм на этом месте недалеко от Ратушной площади, на улице Пик,
Был построен в XIII веке и некоторое время служил часовней для ратуши. Дошедший до нас храм был построен в XIV веке. На его стене находятся самые старые городские часы Таллина. Они были установлены в 1684 году и до сих пор работают. Восьмигранная башня выполнена в стиле Тевтонского ордена. Внутри храма на боковых стенах хоров находится 57 картин, составляющих библейскую серию под названием «Библия для неграмотных». Главной же ценностью храма является триптих «Алтарная композиция» из 3 частей, созданная в XV веке на тему нисхождения Святого Духа. На колоколе храма есть примечательная надпись: «Звоню для всех одинаково верно, как служанке, так и слуге, как госпоже, так и господину. И этого никто не может поставить мне в вину». Поистине золотые слова. Церковь Святого Николая или Нигулисты – это бывший лютеранский храм, основанный в XIII веке и построенный немецкими купцами. Купцы часто строили церкви в районе Балтийского моря, которые, кроме своего прямого назначения, использовались и как склады товаров. Церковь Нигулисты изначально тоже имела такой склад. Храм уцелел в смутное время реформации, в то время как многие другие церкви были разрушены. Согласно преданию, настоятель предусмотрительно запаял свинцом замки дверей, и разъяренная толпа, уже разгромившая другие храмы, не тронула эту церковь. Однако храм сильно пострадал во время Второй мировой войны. Хотя многие ценности были заранее вывезены, в конце войны попавшая в храм бомба вызвала пожар, который уничтожил большинство оставшихся в ней произведений искусства. В настоящее время храм является музеем церковного искусства и филиалом Эстонского художественного музея. Здесь можно увидеть старинные алтари и надгробия, коллекцию драгоценных металлов и многое другое. Все это украшало эстонские храмы на протяжении многовековой истории. У храма отличная акустика, и поэтому здесь регулярно проводятся концерты.
Верхний город Вышгород и Нижний город соединяют две улицы, названия которых Длинная нога и Короткая нога. У местных жителей даже бытует шутка, что Таллин вечно прихрамывает, поскольку стоит на ногах разной длины. Здесь сохранились две старинные надвратные башни крепостной стены Таллина. Это башни, в основании которых имеются ворота. Верхний город Таампея был резиденцией властей и дворян, а в Нижнем городе жили купцы и ремесленники. Жители этих городов были людьми разных сословий и национальностей и частенько конфликтовали. Вдоль границы Верхнего города проходила каменная стена, построенная в 1454 году, а в надвратных башнях на каждой из этих улиц были запирающиеся ворота. Кроме двух надвратных башен, на этих улицах воротных башен в Таллине больше не осталось. Все они были разрушены, поскольку мешали городскому движению. Надвратные башни в Таллине имели квадратный фундамент, в отличие от боевых, которые были круглыми или имели форму подковы. Улица Длинная нога была вымощена одной из первых, поскольку вела из Вышгорода в порт. В те времена по ней ездили кареты. Зимой это было весьма небезопасно. Теперь это пешеходная улица с довольно крутым подъемом. Собор Александра Невского – это самый большой и красивый храм в Таллине. Пятиглавый трехпрестольный храм вмещает 1500 человек. Он выполнен по образцу московских храмов XVII века. Собор был построен в 1900 году на холме Таампея, в период, когда Эстония была под властью царской России. Автором проекта был русский архитектор, представитель Петербургской школы, профессор Академии художеств Михаил Тимофеевич Преображенский. В честь чудесного спасения царя Александра III и его семьи при крушении императорского поезда в 1888 году было решено посвятить новый собор святому благоверному князю Александру Невскому. Строительство велось на добровольные пожертвования, которые были собраны по всей Российской империи.
А в извещении собора участвовал отец Иоанн Кронштадтский. История собора довольно драматична. Его неоднократно хотели снести. Впервые такое намерение было озвучено в 1928 году, когда власти новообразованной Эстонской Республики решили избавиться от русского наследия. Спасти храм удалось тогда благодаря митрополиту Александру Паулусу, который перенес сюда свою кафедру. Во времена советской власти собор Александра Невского планировали перестроить в планетарий, но этим планам не суждено было сбыться благодаря будущему патриарху Московскому и всей Руси Алексею II, который в те годы служил в Эстонии. Только в конце 90-х годов прошлого века, благодаря содействию эстонского президента, удалось положить конец этому противостоянию церкви и государства. В настоящее время церковь арендует здание храма государства за символическую плату. На соборе находится 11 колоколов, самый большой из которых весит 16 тонн. Колокола были изготовлены на заводе Василия Михайловича Орлова в Санкт-Петербурге. 7 июня 1898 года они были торжественно подняты на ярус звона. Мы с ансамблем «Колокола России» уже несколько раз выступали с колокольными концертами на передвижных звонницах у стен этого собора. И колокола собора тоже участвовали в этих концертах. В Таллине много смотровых площадок, но на эту, откуда открывается, пожалуй, самый завораживающий вид на весь старый город на фоне моря, туристов не пускают. Таким старый Таллин видит только звонари Александра Невского собора. Ну и, конечно, те, кому не позволяют подняться сюда вместе с ними. Напротив собора Александра Невского, на другой стороне площади, находится замок Таампеа. В настоящее время здесь заседает парламент Эстонии. Изначально замок называли Ревельской крепостью или цитаделью Колывань. Теперь замок считается одним из крупнейших исторических архитектурных ансамблей не только в Эстонии, но и в Прибалтике в целом. Изначально цитадель представляла собой фортификационное сооружение с единственной башней. Но когда замок попал в руки Ливонского ордена, к нему пристроили еще 3 башни. Существует легенда о появлении замка, согласно которой под Таампеа находится могила легендарного эстонского царя Калева.
После смерти государя его супруга, царица Линда, решила увековечить память о любимом муже. Она похоронила Калева на холме, а над могилой сложила каменный курган, который впоследствии стал крепостью. Есть и другая легенда, которая утверждает, что король Вальдемар II охотился недалеко от Тампея. Косуля, за которой он гнался, бросилась с холма, чтобы не стать его жертвой. Король был так восхищен мужеством животного, что заложил город на вершине Тампея в память о храброй косуле. Новый населенный пункт получил название Ревал, что значит «косуля упала». Позже это название трансформировалось в название города Ревель. Белокаменный Домский собор является одним из старейших храмов Таллина. Он был построен в 1240 году и посвящен Святой Деве Марии. На протяжении веков сам собор неоднократно перестраивался. Нынешняя башня собора относится к эпохе барокко.
Она была возведена вместо старой башни, разрушенной во время пожара в 1684 году. В соборе есть захоронение XIII века. Здесь покоятся многие представители знатных немецких фамилий. Среди более поздних захоронений здесь можно найти могилы адмирала Сэмуэля Грейга, легендарного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна, родившегося в Эстонии и совершившего кругосветное плавание. Здесь также находится могила и обелиск Фердинанда фон Тизенгаузена, который стал прототипом литературного героя Андрея Болконского из «Войны и мира». Для посетителей в башне открыта смотровая площадка с прекрасным видом на улочки Старого Таллина. Орган Домского собора славится своим звуком и является одним из лучших в Таллине.